Привет, ребята, это Настя. Этим летом я делала видео про тайм-менеджмент, и это видео стало третье по количеству лайков, которые вы ему дали за последние полгода, и когда я его пересмотрела, я подумала, что да, окей, но есть еще столько всего нового и другого, чем я лично пользуюсь, и чем я могла бы с вами поделиться касательно организации своего дня, организации своих заданий, поэтому если вам нужен дополнительный толчок в продуктивности, то вот, пожалуйста, он есть. И, кстати, в конце этого видео вопросов не будет, но будет домашнее задание, и я вообще начну регулярно использовать или тестирование, или домашнее задание в конце каждого видео, для того, чтобы они были еще более полезными, и теория, чтобы мы ее как можно быстрее приводили в практику. Вы когда-нибудь, может быть, читали про расписание дня Чарльза Дарвина? Очень классная история. Он просыпался, дальше шел на маленькую прогулку, имел завтрак, ел завтрак, и приступал к работе, садился в свой кабинет в 8 утра. Дальше он работал 1,5 часа, и в 9:30 он прекращал работать, отвечал на письма, просматривал утреннюю почту, и потом в 10:30 работал еще 1,5 часа. Таким образом, к 12 он вставал из-за стола, рассказывает и объявлял: все, я сделал хороший объем работы за день. После этого он обедал, шел на прогулку, в 3 часа ложился немного спать, и еще вечером, во второй половине дня, еще работал 1-1,5. Таким образом, он работал, сколько получается, 4,5 часа в день. При этом он написал 19 книг, в том числе The Origins of Species, как это по-русски называется, наверное, самая известная книга в истории науки. Вы думаете, он просто был каким-то экстравагантным гением? Вот я, честно говоря, думаю, что нет. И на самом деле исследования начинают подтверждать, что человек способен глубоко работать мозгами на протяжении только 4 часов в день. Поэтому для меня отсюда следует очень простой совет. Планируй максимально 4 часа интенсивной умственной работы в день. Ты можешь запланировать 8 часов, но, скорее всего, ты это не выполнишь, или ты не сможешь выполнять 8 часов интенсивной умственной работы изо дня в день. Но запланировав ее, тебе это принесет стресс, тебе это принесет демотивацию. И, ребят, мне это не кажется совершенно отлыниванием. Тот факт, что мы исторически унаследовали этот 8-часовой рабочий день как пережиток или как наследие индустриальной промышленной революции, это не значит, что это оптимальное количество часов работы для человека, которое максимизирует полезное, что мы можем произвести в это время. Это просто значит, что мы это унаследовали на данный исторический момент. И, кстати, тема очень интересная, и я в скором времени сделаю целое посвященное этому видео. Кстати, если все-таки так получилось, что у вас очень занятой день и надо много всего успеть, то попробуйте сделать список заданий на день и написать напротив каждого задания, сколько вы думаете оно у вас займет, а потом попробуйте сделать каждое задание в 2 раза быстрее, чем вы предполагали у вас это займет. У меня очень часто это получается, потому что любое дело можно растянуть до бесконечной идеальности, но помните принцип Парето: 20% наших вложенных усилий дадут 80% всех результатов. И это как раз то самое done is better than perfect, сделанное лучше идеального. Если вы меня смотрите уже много лет, то вы, вероятно, помните, что раньше я использовала приложение на телефон Forest, которым я засекала циклы помодоро, под которые я работала. И уже начав учиться на когнитивистике, я узнала, что наличие телефона на твоем рабочем столе, даже если это телефон в выключенном состоянии, все равно это негативно сказывается на твоих когнитивных способностях, это понижает твою рабочую память, и это понижает твою способность аналитически мыслить, анализировать информацию. Поэтому место твоему телефону, когда ты работаешь, это в сумке. И чтобы следить за временем, так как я работаю на компьютере, и у меня все окна открыты в полный экран на маке, чтобы следить за временем, я просто кладу часы своего запястья рядом с компьютером. Частично еще потому, что я не хочу биться железными часами о железный компьютер. Ну и говоря про часы, если вы хотели заказать Дэниел Веллингтоны, то у меня для вас есть последний в этом сезоне купон на 15%, по крайней мере, у меня до лета больше никаких купонов не будет. И если вы хотели заказать часы и браслет, или часы или ремешок, то посмотрите именно наборы на сайте, потому что на них есть дополнительно 20-евровая скидка на часы плюс ремешок или часы плюс браслет. И еще помните, что не только сама доставка, но и возврат абсолютно бесплатный. Если, например, вы получили часы, и они вам по какой-то причине не понравились, то вы сможете бесплатно и без лишних вопросов отослать их обратно за полный рефанд. И,
кстати, ребят, эти розы, которые ДВ мне прислали недавно, они оказались настоящие, и они называются Preserved Roses, и они сохраняются вот в таком первозданном виде в течение 1 года. Я просто увидела, что есть много сайтов в интернете, где их можно заказать, и это такой интересный предмет интерьера, так что возьмите на заметку, если хотите украсить ваш дом к весне. Кроме часов, на моем рабочем столе всегда есть список входящих, и раньше для этого я использовала простой чистый лист бумаги А4, но теперь я имею заметку в заметках, которая прикреплена наверх, и так и называется входящие. И туда без какой-либо категоризации я сбрасываю любые мысли, которые мне приходят на ум и не относятся к тому, над чем я сейчас работаю. Никогда не нужно категоризировать информацию, о которой ты вспоминаешь. Мне надо это сделать, мне надо это купить, мне надо это не забыть. Не нужно это категоризировать, когда она к тебе приходит. Нужно ее просто сложить и отложить до более позднего момента, когда ты одним бэтчем, одним купом все вместе проанализируешь и разложишь по нужным местам. Больше про вот это понятие входящих мы разбирали в марафоне, который мы делали недавно по системе организации ГТД. Можете посмотреть там, если вы не знаете, о чем это. Возможно, здесь я встречу некоторое сопротивление, но все равно я хочу предложить вам перестать использовать папки для категоризации электронной почты. Эксперимент за экспериментом показывает, что использовать обычный поиск в почте гораздо более эффективно, занимает меньше времени, нежели организовывать и доступаться до информации, которая распределена по папкам. Я сама перестала использовать папки в 2011-м, уже тогда была информация о том, что поиск более эффективен, и просто попробуйте, вы ничего не теряете, вы всегда можете вернуться к папкам, если для вас вдруг это обычный поиск не будет работать. В последнее время, ребят, я пришла к пониманию, что нет такой системы тайм-менеджмента, которая позволит мне так приоритизировать свои задания, свою работу, что это даст мне больше времени. Потому что, по сути, от перемены мест слагаемых, от реприоритизации моя сумма не меняется. И единственный способ успевать больше на самом деле — это вкладываться в те задания регулярно, которые позволят мне иметь больше того самого времени завтра. Например, автоматизирую все, что возможно, по максимуму. Например, если ты часто пишешь одного и того же типа имейл или отвечаешь одинаково на разные имейлы, то ты можешь использовать canned responses в Gmail, то есть заготовки имейльные для постоянного использования. Или, например, сервис if this then that, который создает совершенно разного рода правила. Например, когда моя батарейка падает ниже, чем 15%, мой телефон шлет смс-ку Роме о том, что у меня автоматически упала батарейка, или все видео, которые я лайкаю на YouTube, сохраняются в мой Spotify, если, например, я все время лайкаю музыку, или, например, все фотографии, которые я пощу на Instagram, автоматически сохраняются в моем Dropbox, чтобы если когда-то с моим Инстаграмом что-то случится, чтобы сами альбомы у меня сохранились. Больше чем 2 раза создаешь какой-то документ, будь то курсовая или какой-то отчет на работе, создай шаблон под него, не делай это больше, чем 2 раза. Да даже бытовые вещи, например, такая вещь, как пылесос, который сам пылесосит, и его можно запрограммировать, в какие дни он будет пылесосить, или машинка кофеварочная, которая утром тебе варит кофе, или, например, мы с Ромой почти каждый день едим гречку, и у нас есть прибор, который сам ее варит в определенное время, к тому времени, когда мы приходим домой. В прошлом видео про тайм-менеджмент я говорила, что нужно всегда знать, сколько стоит твой рабочий час. Просто делишь свой весь доход за месяц на количество проработанных часов. И шаг номер 2 здесь начать аутсорсить то, что кто-то другой может сделать за тебя дешевле. И всегда найдется кто-то, кто сможет сделать твою работу дешевле, пусть не в твоем городе или стране, но на другом конце света. И раньше я думала, и наверняка многие думают, что покупать услуги других, платить за то, чтобы кто-то выполнял твою работу, могут позволить себе только богатые люди. И в какой-то момент мой менталитет в этом изменился, и я поняла, что да невозможно стать тем самым богатым человеком, если ты уже сегодня не инвестируешь часть своего дохода в то, чтобы другие делали твою работу, тем самым высвобождали тебе время, чтобы ты мог делать что-то другое. Это может быть какая-то помощь по дому, помощь с детьми, доставка готовой еды на дом, или нанять какого-то remote ассистента, удаленного ассистента. Это стоит копейки, ребят, просто погуглите, если вы не пробовали еще. Или это наем кого-то, кто сделает тебе твой логотип, твой сайт для твоего бизнеса. В общем, реально, ребят, мой менталитет в этом аспекте очень сильно изменился за последний год, и я поняла, что чтобы начать расти и двигаться вперед, нужно реально сегодня
некоторую часть своего дохода отдать кому-то другому, но это поможет тебе вырасти завтра. Всегда и все записывай. Не верь своему мозгу и не перезагружай свой мозг. Я иногда слышу такие комментарии, но как же я перестану все запоминать, если я буду все время все записывать, это я обленюсь совсем, мой мозг обленится. На самом деле есть столько гораздо более challenging, более интересных сфер жизни, в которых ты можешь тренировать свой мозг, чем запоминание бытовых вопросов. Это все равно, что готовиться к каким-то элитным соревнованиям или к марафону путем уборки квартиры, потому что это тоже физическая нагрузка. И все это, ребята, я хочу закончить цитатой Гюстава Флобера. «Soyez réglés dans votre vie et ordinaire comme un bourgeois afin d'être violent et original dans vos œuvres». То есть будьте организованным в своем повседневной жизни как буржуа, для того, чтобы быть неистовым и оригинальным в вашей работе. И нет, я не устану это повторять, потому что я сама к этому пришла почему-то только к 30, о чем слегка жалею. Но да, если можно иметь эпичное, непредсказуемое каждое утро, а можно иметь очень boring, очень скучное, устоявшееся, ожидаемое каждое утро, когда ты знаешь, во сколько ты встанешь, куда ты пойдешь, что ты съешь и что ты оденешь, но при этом можно иметь невероятную эпичную жизнь, полную интересных достижений и событий. И есть что-то в этом такое, в том, что такие люди, как Стив Джобс и Марк Цукерберг и Альберт Эйнштейн, все они ходили в повседневной жизни в одной и той же одежде. И что касается меня, с тех пор, как мы последний раз с вами говорили на эту тему, я, например, стала есть один и тот же завтрак каждый день на протяжении какого-то количества месяцев, пока он мне просто ужасно не надоедает, и тогда я начинаю есть что-то другое. Но это позволяет мне всегда иметь ингредиенты в холодильнике, чтобы его сготовить утром, и есть при этом полезный завтрак каждое утро, делать это быстро и просто быстро собираться и заниматься какими-то более интересными вещами. Потому что я перестала искать эйфорию, разнообразие и чего-то такого прекрасного в бытовых вещах. Потому что когда ты перестаешь искать это в этих вещах, то у тебя появляется место и энергия для того, чтобы иметь интересную жизнь вне быта. Итак, твое домашнее задание. Первое, напиши 5 способов, что бы ты мог сделать, чтобы иметь больше времени в следующем месяце, в следующем квартале, в следующем году. Второе, это подумай о том, что бы ты мог автоматизировать. Ты можешь начать думать о том, какие действия ты выполняешь регулярно и как бы ты их мог автоматизировать. Ну и третье, посчитай, сколько стоит твой час, подели весь свой доход за последний месяц на количество примерное проработанных часов и подумай, какую часть твоей работы ты бы мог отдать кому-то другому, чтобы в это время, может быть, проводить больше времени с семьей, может быть, чему-то учиться, может быть, открыть бизнес on the side, да, одновременно со своей работой, что угодно. Это твои 3 домашних задания. И это все от меня. Спасибо Дэниелу Веллингтону, что в очередной раз подтолкнули меня сесть и собрать свои принципы организации в одно видео. Я это пересматриваю и получаю от этого пользу, так же, как, надеюсь, и вы. Я с вами увижусь в субботу. Я хочу вам показать свой bullet journal за февраль и рассказать, что я планирую делать в марте, поговорить о том, что работало, что нет. В общем, если вы хотите присоединиться к нашему ежемесячному планированию, то присоединяйтесь. А пока.